Кто мощнее, легендарный советский Т-34 или немецкий Тигр? Узнай сам, проверь их в World of Tanks. Принимай участие в танковых сражениях по всему миру. Штурмуй разрушенные войной города, веди разведку местности в жарких пустынях или отправляйся на крайний север. Выбирай одну из сотен бронемашин под свой стиль игры и стань лучшим командиром стального монстра. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума, премиум танк Т2 ЛТ и 400 тысяч кредитов. Всем привет, друзья! Сегодня мы будем ковать танта из старого напильника. Так как при закалке я хочу получить красивый хамон, эта сталь подходит лучше всего. Ковать клинок я буду вручную, так как часто слышу, что, мол, на молоте и любой дурак сможет, а вручную что, слабо? Да легко. Ковку я начал со острия. Неспешно я оттягиваю спуски и придаю по ковке контур клинка. Ну а если это видео наберет 35 тысяч лайков, я сделаю что-нибудь из руды. А что именно бы вы хотели увидеть, напишите в комментариях. Лишнюю часть я отрубаю. Теперь я кую хвостовик, у танта он специфический. С ковкой клинка закончили, теперь нужно отслесарить перед закалкой. Я нарочно оставил такую толщину по ковке, так как на напильнике присутствуют насечки и их необходимо сточить. При помощи напильника я делаю грани на обухе, по сути я слесарю напильником напильник. Для того, чтобы нам на клинке получить красивую линию хамон, нужно приготовить обмазку. Я использую пыль от древесного угля в качестве наполнителя и шамотную глину в качестве вяжущего, а также силикатный клей, чтобы не развалилось при нагреве. Работает это следующим образом. Намазка защищает обух клинка от резкого охлаждения при закалке, и обух остается мягким. А линия перехода от незакаленного к закаленному называется хамон, узор клинка. Его видов и техник существует очень много, но мы люди простые и пойдем самым простым путем.
Помещаю клинок в печь, и пока он разогревается, я займусь уборкой. Закалка будет традиционно в воде. Отпуск по традиции я оставил за кадром. Теперь клинок следует отслесарить начисто. Далее идет ручная полировка. Протравливать буду в растворе хлорного железа. Настала очередь изготовления хабаки. Делаю я его традиционно из меди. Хабаки удерживает клинок в ножнах, защищая от трения как ножны, так и саму закаленную поверхность клинка. Паяю при помощи МАП-газа и медно-фосфорного припоя.
Помните кусочек напильника, который остался при ковке? Сейчас из него я откую стамеску, так как она нам очень пригодится для изготовления рукояти и ножен. Для рукояти и ножен я использовал бук. Ну вот стамеска и готова. Две половинки будущей рукояти я склеиваю столярным клеем. То же самое мы проделываем с плашками для ножен.
Рукоять и ножны я крашу черной акриловой краской по дереву. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А если не хотите пропустить следующий выпуск, нажмите на колокольчик. Всем пока и до новых встреч! Все. Он сам отключился. На закал? Да. Ты представляешь? То есть не снял? Нет. Все? Можно? Нет, фокуса нет. Вот. Отключилось. Мне кажется, у него перегруз.